Всем привет, друзья! С вами Оля. Давайте вместе приготовим самые воздушные, пуховые, я бы даже сказала хлопковые булочки по очень необычному рецепту. Сейчас мы проверим, стоит ли добавлять разрыхлитель и уксус в дрожжевое тесто и как это влияет на результат. Я эти булочки готовлю впервые и скажу честно, я в восторге. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала в миску наливаем 400 мл теплого молока любой жирности. У меня молоко домашнее, мне его привезла мама, оно было замороженным и после разморозки на поверхности отделился молочный жир. На результат это никак не влияет, просто я объясняю, почему на молоке желтая пленочка. Пробуем пальчиком, чтобы молоко было теплым, можно слегка теплым. Главное, чтобы оно не обжигало. Добавляем 4 столовые ложки сахара, это примерно 80-100 грамм. Всыпаем 8 грамм сухих дрожжей или 25 грамм живых дрожжей. Продукты перемешиваем. Что касается дрожжей, на упаковке читайте пропорции. Например, есть сухие дрожжи, в которых на полкилограмма муки уходит 7 грамм дрожжей, а есть, где на 1 килограмм муки уходит 11 грамм дрожжей. Соответственно, есть более слабые дрожжи. В таком случае добавляйте их 10 грамм. Далее через сито просеиваем примерно 150 грамм муки с общего количества. Это 1 стакан объемом 250 мл. Перемешиваем венчиком до более-менее однородной консистенции. Если остались комочки, ничего страшного. Опара по густоте получается как жидкая сметана. Накрываем и ставим ее в теплое место без сквозняков на 15-20 минут. Лучше всего для этого подходит духовка. Она выключенная, не горячая, просто чтобы горела лампочка. Если в вашей духовке есть температурный режим 30-35 градусов, это для расстойки теста, можете его включить. Будет для теста еще более комфортные условия. Спустя время вот как хорошо поднялась опара. Выросла примерно в 2-2,5 раза. Перемешиваем ее венчиком. Далее добавляем 2 яйца комнатной температуры, 80 грамм рафинированного растительного масла и половину чайной ложки соли. Перемешиваем, чтобы продукты хорошо объединились. Уточню, все продукты для булочек должны быть комнатной температуры. Далее порционно добавляем муку. По идее, на весь рецепт булочек уходит примерно 700 грамм муки. Но как мы помним, у всех мука разная, поэтому ее количество в небольших пределах может отличаться. Вместе с мукой добавляем 1 пакетик разрыхлителя. Это 10-15 грамм в зависимости от производителя. Замешиваем тесто ложкой. Как вы понимаете, вместе с дрожжами мы добавляем еще и разрыхлитель. По информации от искусственного интеллекта, разрыхлитель добавляют в дрожжевое тесто для придания ему большей воздушности и пышности. Также разрыхлитель помогает дрожжам работать, усиливает их эффект и ускоряет процесс подъема. Как добавили большую часть муки, вливаем 1 столовую ложку 9% уксуса. Хорошо перемешиваем. Уксус также улучшает работу дрожжей, делает тесто более эластичным, устраняет запах дрожжей. Добавляем следующую порцию муки и замешиваем тесто руками. В целом на булочки у меня ушло муки немножко больше, чем в источнике. Всего 750 грамм. Это 5 стаканов объемом 250 мл с небольшой коркой. Последние 50 грамм муки я просеиваю на рабочую поверхность и вымешиваю тесто на столе 5-7 минут до гладкой консистенции. Тесто получается мягким и слегка прилипает к рукам. Тесто запивать мукой не нужно, следите, чтобы оно оставалось слегка липким. Растягиваем тесто и добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Теперь необходимо вмешать масло в тесто. На это также уходит 5-7 минут.
Поначалу кажется, что продукты плохо объединяются, масло вылазит, но мы продолжаем вымешивать, и буквально через несколько минут вы увидите, что масло начинает вмешиваться в тесто. Тесто станет гладким, однородным и чуть менее липким. Миску смазываем капелькой растительного масла. Округляем тесто и кладем в миску. Накрываем миску пищевой пленкой, пакетом или полотенцем, если миска большая. Ставим тесто на расстойку в теплое место на 1 час. За это время оно вырастет в 2-3 раза. Если у вас тесто недостаточно выросло, дайте ему времени чуть больше, примерно 1,5 часа. Вот как выросло тесто спустя 1 час. Оно очень пышное, воздушное и прям пузырится. Рабочую поверхность ничем не смазываем, выкладываем на нее тесто, обминаем его и складываем конвертиком внутрь. Тесто после расстойки эластичное, удобное в работе, и оно совсем слегка прилипает к рукам. Если вам неудобно работать с липким тестом, руки смазывайте капелькой масла. Далее делим тесто на 15 булочек. Вес моего теста 1 кг 440 грамм, итого получается каждая булочка примерно по 96 грамм. Делим тесто на нужное количество частей руками, захватываем ладошкой и отделяем. Вы можете поделить тесто ножом или шпателем на нужное количество частей. Делайте как вам удобно. Далее собираем края теста к центру и формируем круглую булочку. Прокатываем ее ладошкой. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. У меня противень размером 30 на 40 сантиметров, и на него как раз помещается 15 булочек. Булочки сверху накрываем, чтобы они не подсохли, и оставляем для расстойки на полчаса. Спустя время вот как хорошо выросли булочки. В желток добавляем 1 столовую ложку молока и перемешиваем. Сверху смазываем булочки. Булочки очень нежные, как облако, поэтому делаем это аккуратно. Сверху булочки посыпаем кунжутом, маком, арахисом, тем, что у вас есть. Выпекаем булочки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия 25-30 минут. Режим вверх-вниз без конвекции. Мои булочки быстро зарумянились, поэтому в конце выпечки я температуру снизила до 160 градусов и последние 10 минут выпекала их, прикрыв фольгой. Вот какие красивые и аппетитные булочки получились. Даем им немного остыть. Готовые булочки очень мягкие и нежные, как пушинка. Я надавливаю пальчиком, и это видно. Как вы видите, булочки хорошо пропеклись со всех сторон. Они золотистые, пышные и вкусно пахнут. Если булочку сжать, видно, что она прям невесомая и возвращается в свою форму. В разломе мякиш светлый, мелкопористый, по структуре напоминает мне сахарную вату. Вот настолько он нежный и воздушный. Эти булочки мы используем для бутербродов. Они получаются нейтральными по вкусу, очень вкусными и прям тают во рту. Со сладкой или с соленой начинкой получится очень вкусно. Я могу сказать одно. Рецепт рабочий, действительно разрыхлитель и уксус сделали эти булочки более воздушными и пышными. Структура как пух или хлопок. Булочки невероятно нежные, прям невесомые. Рецепт хороший, мне очень понравился. Также хочу показать, как выглядят булочки на второй день. Хранила я ее при комнатной температуре в закрытом контейнере. Булочка осталась мягкой, нежной, она чуть-чуть плотнее. Я могу сделать такой вывод, что на второй день булочки практически не черствеют. Они остаются также вкусными. В общем, друзья, рецепт интересный, пробуйте. Я думаю, он многим понравится. Как всегда, я прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Я очень старалась. Надеюсь, это видео вам пригодится. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.